Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Хочу рассказать о косах, о триммерах, с чем я столкнулся за время работы на участке на своем и вообще по жизни. Одна из первых, которую я использовал, когда мы только заехали на участок, здесь была трава выше моего роста. С деньгами было не очень хорошо, и у матери она в свое время приобрела она FS55. Бензотриммер компании Штиль. Что сказать по Штилю? Крайне надежный аппарат, ему уже 10 лет, он до сих пор работает. Это его плюс. Второй плюс – это его легкость. Легкость и экономичность. Чтобы скосить весь участок, мне уходило где-то 2,5 литра бензина на все. Больше плюсов по нему я не вижу. Надежность, экономичность. Надежный, экономичный, легкий. А теперь его минусах. А этих минусов у него хоть отбавляй, которые перечеркивают все его плюсы. Это его цена. Сейчас я не знаю, ну посмотрите, FS55, что-то около, я не знаю, 300-400 долларов. Я не подготавливался по цене, смотрите сами. Цена колоссальная, огромная цена. Второй момент, минус, это его слабость, которая перечеркивает, я про цену вообще мало, но его мощность ниже всякого уровня. Им можно только подкашивать вдоль дорожки что-то, где-то травочку. В принципе, свою функцию он выполняет. Мать уже пожилая у меня, ей он весит около 5 килограмм. Носить можно на одном плече, на одной лямочке, все отлично. Можно хоть целый день ходить. Но, с ним работать мучение. Особенно, если ты проворонил траву, если у тебя трава выше 10 сантиметров, с ним уже косить. Можно изолентой замотать ручку газа и коси, не выключая. Потому что чуть обороты скидываешь, он просто вязнет. Он не может работать с высокой травой, с густой травой, с газонной травой. Одуванчики скосят, там какую-то лебеду, не лебеду, а такие одуванчики, крапиву, это он скосит. А что-то серьезное, это газонная трава, плотная, сбитая газонная трава, невозможно. Намучаетесь. Кто бы как ни хвалил, мне хватает, мне не хватает. Нет, это не работа. Ты мучаешь косу, ты мучаешь себя. Достаточно быстро я устал от этой косы и начал заглядываться на других производителей. Еще отмечу большой плюс в бензотриммере, это его катушка. Сюда проволоки 2,3 мм наматывается, огромное количество. Я, по-моему, до 15 метров наматывал. Такого результата нигде не было. Нож я сразу снял с него еще тогда. Она и так-то проволокой неплохо обрывает. В ремонте она никогда не была. Про надежность я уже говорил, штиля. Даже несмотря на все издевательства, которые были у меня на участке с этим штилем, он выстоял, и он уже работает 10 лет. Сейчас он работает не у меня. Если пожилой человек, которому уже тяжело становится носить на себе тяжелые предметы, то этот бензотриммер подойдет. Подкосить. Не скосить площадь, а только лишь подкосить. Больше по нему нечего сказать. Надежный, очень дорогой, как по мне, при его мощности, очень маломощный. Работать им можно только лишь в качестве подкашивания, но никак не в качестве, если у вас там 15-20 соток, замучаетесь. Либо будете косить, им можно работать, если вы будете косить каждые 3-4 дня, чтобы травка у вас не вырастала. Если вам заняться нечем, вы можете хоть целый день косить, и тогда это прокатит. Но это же не вариант. Дальше задумался я о покупке чего-то более мощного. У нас на работе, там где я работаю, две косы. Husqvarna и Штиль. Обе они, по-моему, около 2,2 киловатт. Чудовищных силы косы и также очень тяжелые. Отдавливает плечи, неудобно с ними работать, но моща, конечно, у них там страшная. Можно работать. И если сравнивать Husqvarna со Штилем, Штиль более надежен. У нас Husqvarna ездит периодически в ремонт. Штиль, может быть, он и ездил, но я как-то этот момент пропустил. Но в любом случае, как ни крути, переноска на себе, чем тяжелее двигатель, тем, соответственно, больше надо на себе носить. Устаешь. И сильно гнаться за весом не советую. Следующая моя коса, которую я рассматривал, долго присматривался, это моя коса, которую я приобрел. Она на тот момент в 2 раза дешевле была Штиля 55-го и в 2 раза мощнее. Чемпион Т527-2. Характеристики его: 1,46 киловатта двигатель, 51,6 объема двигатель и вес 8 килограмм без бензина. Если в Штиле 0,06, по-моему, объем заправочный, то здесь 0,8. Что сказать по чемпиону? По сравнению со Штилем небо и земля.
Вам вполне хватит, если у вас много травы, вам вполне хватит этой косы. Это дурная коса по сравнению со штилем. Конечно же, 2,2 киловатта будет серьезнее значительно, но оно не нужно вам. Не стремитесь, там цены сумасшедшие и мощности такие же. Я как работал со штилем дорогим, ну, с мощным и с ускварной, если, не дай бог, где песочек, где камешек, как отлетит, блин, как даст либо по ноге. Такое чувство, что прямо до крови там пробивает. Забрало должно быть не как у меня очки, а забрало должно быть полностью. И не такое у меня есть, просто забрало из оргстекла, вот примерно до сюда оно. А забрало должно быть еще дополнительное. Здесь на оргстекло снизу крепится дополнительный такой загибчик, чтобы бороду защищать. Вот только с таким забралом можно работать со штилем. Ой, с мощными косами. Были случаи у нас даже травматические на работе, когда под забрало залетел то ли осколок, то ли металла, то ли что, человек тоже косил, так ему зрение повредило. Один глаз теперь не видит. Серьезные, слишком серьезные косы, и с обычными вот очочками так не походишь. Нет смысла покупать, нет смысла тратить деньги. Цены там по нынешнему курсу больше $1000. Вот, хорошо, чемпион. По сравнению со штилем, прекрасная вещь. Цена вообще, там, я покупал меньше $100 за него. Тогда, когда штиль FS55 стоил, наверное, больше 200. Двигатель мощный, все шикарно, но вопросов нет по нему. Все нравится. Кто-то скажет, ну да, я заключил договор с компанией «Чемпион». Хотелось бы. Да ладно, шутка. Минусы присутствуют в большинстве своем также. Когда начал я работать с ним, с его мощностью, я много выкашивал кустов. Первое, что я сломал, это редуктор. Редуктор сломался, но ремонт настолько копеечный на тот момент был. Что-то обошлось мне там в 900 рублей России. 30 рублей белорусских на тот момент он обошелся. Поставил редуктор родной. У меня быстро износился. Китайский. А вот купил я, здесь уже маркировка Япон была. Ну, насколько она серьезная, эта маркировка. Вот 30 рублей редуктор на эту косу я поставил, и с тех пор я приобрел эту косу в 2016 году. Через год сломался редуктор, потому что я насиловал его, одевал фрезу и выкашивал кусты, потому что мне тут все заросшее было. Это сейчас красота. С тех пор редуктор работает прекрасно. За первый год он сломался, и вот сейчас 22 год, соответственно, 5 лет он у меня уже работает. В прошлом году я поменял штангу алюминиевую. Она стоила 35 рублей в прошлом году летом. Почему я ее поменял? Потому что вот здесь, в этом месте, она протирается. Я еще думаю, от чего у штиля она не протирается? Все вспоминал. Эта коса не у меня, так я просто не знал. Так вот почему. Здесь защита пластиковая стоит как раз от этих дел. И пластиковая защита высокого качества, пластику вообще без разницы. Соответственно, здесь ничего не протирается. Здесь защиты нету такой, как у штиля. Здесь просто надо было шланг одеть, но я шланг не одел, забил опять. И опять начало все протираться у меня. Вот уже видно. Буквально наверное, с июля прошлого года по сейчас май месяц уже след появился. Да, надо что-то одеть. Просто хотя бы кусочек резинового шланга, чтобы не портить штангу. Ну, надо, во-первых, шланга кусок найти, надо потом разобрать ее опять. Лень матушка, без нее никуда. Также менял здесь я сцепление. Лопнула просто пружина. Ну, это, я так считаю, заводской брак. Там каленые пружины стоят. Кто хоть раз разбирал. Сцепление там копеечное, это тоже стоит, там, по-моему, 15 рублей оно стоило. Разобрал, 4 болта снял, двигатель снял, там внутри чашка, а здесь на двигателе сцепление. Двигатель, сцепление в сборе продается. Старое сцепление снял, новое поставил, закрутил, поставил, все собрал там. Ремонта на 20 минут, только просто смотришь, не знаешь, куда ты, что делать. А как только разбираешь, сразу все понятно становится. Также был заменен топливный шланг. В прошлом году также я менял, потому что старые шланги потрескались. У штиля с этим проблем нету. Сразу качественные шланги стоят. Здесь у меня были такие резиновые, а теперь уже стоят вот один прозрачный, второй черный, уже силиконовые. Ну, просто они изначально были говно, шланги эти, потому и потекли. Просто начали течь. Шланги не помню, что-то за 10 рублей, по-моему, покупал я. А что я еще ремонтировал? За стартером сальник треснул, начал подсасывать воздух. Сальник копеечный, 4 рубля там, или 5 рублей я покупал. Тоже замена быстрая, моментальная. И, что некрасиво получилось, это свечной колпачок вот этот старый развалился, а новый не от этой косы. Ну, отдел и черт с ней. Ремонта много сделал по ней, но даже при этом, при всем при
при этом она, даже с учетом всех этих ремонтов, она не стоит столько, сколько штиль. Если посчитать, вот 30, 35 это 65, 65, сальник 5, это 70, что это еще? Эти 70, 10 рублей, шланги 80, сцепление, не помню, 15, 20, ну вот 100 рублей. 100 рублей 3000 России по старому курсу. Я потратил на ремонт. Все, никаких проблем. С этой косой больше я... Ремонт, запчасти доступные, запчасти в обилии, искать ничего не надо. Несмотря на все эти ремонты, которые я с ней произвел, это самая лучшая коса из моих кос, которые были у меня. Почему? Потому что цена, ремонтная пригодность и мощность. 1,46 киловатта – это именно то, что нужно для участка. Это что касательно бензотриммеров. В любом случае, вы, когда косите, вы испытываете нагрузку на суставы, вибрационную нагрузку. Вы носите косу на себе. Это я пока скашиваю, у меня примерно 50 соток, пускай там 20-25 занято строениями. От 20 до 25 соток мне приходится скашивать. Если это бы один раз за год, куда ни шло. Но так как это постоянно нужно делать, а после дождя, вот 2 дня, позавчера еще дождь лил, 2 дня, сейчас вот лили дожди, и вот второй день солнца. Трава сразу поперла, особенно дуванчики, вот паскудство такое. В любом случае мы придем к газонокосилке. Но это уже другая история. Другая история, но я к ней уже пришел. Расскажу об этом уже в следующем видео. Скашивать такие объемы вручную я косил, но тяжело. Штиль я еще не заводил с зимы. Как я готовлю на зиму бензоинструмент свой. Это касательно и бензопил, касательно и триммеров. Наливаю чуть-чуть топлива, если я косил и оно заглохло, это одно. Если там остается топливо, то я завожу бензотриммер, открываю бак, выливаю топливо, и все, что осталось, оно догорает. То есть при работающем двигателе. Может, кого-то как-то по-другому, не знаю. Я делаю так. Жду, пока полностью выгорит все топливо. Также из плюсов у штиля отмечу здесь веревочку. У Чемпиона там пластик. Чуть добавим топлива. Работать я им не буду, потому что это не работа. Даже не хочу, на свое время наработался уже. Подкачиваем. Ну, как вы видите, работает. Не знаю, я уже не помню, давно я с ним не работал, но, как по мне, так ничего не изменилось. Как был он слабым, так и остался. Медленно набирает обороты. Ну, как вы видели, проблем с этой косилкой, бензотриммером. 1,46 киловатта, это получается там 2 лошадиные силы, наверное. Хватает для всех перечней работ. У себя на участке вам хватит за глаза. Не гонитесь за киловаттами, в этом нет смысла. Того, что у вас будет 2,2 киловатта, вы быстрее не скосите, потому что это косит. Подхват быстрый очень. Чуть газ нажимаешь, сразу пошел. По сравнению с 55-кой небо и земля. Да, если сильно проворонить газонку, по многу не берите, берите чуть меньше, этой мощности хватит. Не стремитесь за киловаттами. У меня сосед, у него была эхо 0,9 киловатта. Косил, надоело, продал ее. Я ее хотел на обзор взять, показать для сравнения. 0,9 киловатта. Но тоже ни о чем. Тоже он косил, тоже помалу брал, не нравится ему. Все, вот он начал засматриваться на великомощные эти косы, хускварные штили, там 2,2 киловатта. Ну, какой в этом смысл? Он стоит сумасшедших денег, а потом ходить, всем хвастаться, что у тебя коса такая дорогая. Надо с умом тратить средства, на мой взгляд. Но если кто-то кому-то прям не втерпешь, ну, пожалуйста. Также отмечу в этой косе еще в Чемпионе, что минус ее – это никакущая голова с леской, которая шла в комплекте. Вообще ни о чем. Слабая пружина и сложная система. Вот комплектная головка. Очень она мне не нравилась, я ее поменял. Подходит прекрасно от Husqvarna. Родная головка. Очень маленький объем
для намотки лески. И вот эта пружинка очень слабая. Я ее растягивал, но она все равно. Когда ты косишь по пересеченной местности, чуть дотронулся, где сразу вылетает леска. Причем хвосты вылетают на сантиметров, наверное, по 50. Что вот комплектная голова ни о чем. Ее сразу лучше меняйте. Меняйте, если я не ошибаюсь, от Husqvarna F35. Я поставил на этот чемпион, все прекрасно стоит. Комплектная голова говно. Еще я забыл тоже добавить, но это уже от себя цену добавил. Когда что-то мне сильно хотелось, в родном карбюраторе не было регулировок. Были не все регулировки. И я за компанию еще карбюратор поменял, хотя и это рабочий. Ну, тоже карбюратор там те же в 30 рублей стоил. Запчасти доступны, крайне доступны. По косе много чего поменял. Карбюратор не обязательно было менять, в остальном все пришло в негодность. Ни на грамм не жалею о том, что у меня есть эта коса. Неприхотливая, работает. Но и объем топлива потребляемый. Топливо она также кушает больше. Если FS 55 штиль кушал на 25 соток примерно 2,5-2,6 литра бензина, то чемпион уже съедает 5,5-6, около 6 литрам приближается. Ну, за мощность надо платить. В остальном чемпиона советую. Прекрасная коса. Одни положительные отзывы. Ну, конечно, если у вас денег очень много, то туда можно штиль, везде один штиль. Никаких проблем. В дополнение скажу, что я использую леску 2 штилевская 2,4 мм. Она позиционируется как с пониженным звуком. В общем, у нее такие есть нарезки меленькие, круговые. Акустическая. Она, по-моему, называется акустическая. Ну да, я сравнивал с обычной леской, она тише работает. У нее как-то диапазон звуковой как-то иначе воспринимается. Не то, что скажу, это прям глобально, но так есть. И что интересно, я откупил эту катушку, на что обратил я внимание, на то, что 15 метров этой лески, идущей в пластике, в пластиковой упаковке, отличается от этой лески. Отличается в лучшую сторону. Она жестче, она меньше рвется, которая 15 метров идет в пластике, чем та, которая идет в бобине. С чем это связано? Не знаю. Разные производители. Здесь на катушке написано Made in USA. Больше повышать толщину лески не рекомендую. Все-таки чемпион вроде там и позиционировался, что как можно, может больше, там 2,7 или даже 3 мм, но мне не понравилось. Также я снял нож сразу с защиты у чемпиона, так как слишком коротко обрезал он леску. Люблю косить, когда площадь скоса больше. И леска 2,4 позволяет косить достаточно большими хлыстами без их наматывания.